Всем привет! Сегодня приготовим вкуснейший шоколадный торт. Шоколадная девочка называется. Поделюсь полностью подробным рецептом, как приготовить шоколадные коржи, вкусный сливочный крем и шоколадное покрытие. Крем получается невероятно пропитанный, ароматный, супер шоколадный. Посмотрите, какой красивый разрез. Для любителей шоколадных тортиков это идеальный десерт. Обязательно попробуйте приготовить. Для начала приготовим тесто для шоколадных коржей. Для этого в яйца добавляем щепотку соли, размягченное сливочное масло комнатной температуры. Точное количество ингредиентов есть внизу в описании под видео. Яйца со сливочным маслом взбиваем миксером. Лучше всего, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Также добавляем сюда сгущенку. Благодаря сгущенке коржи будут очень влажные и вкусные. Все тщательно еще раз взбиваем миксером и будем добавлять сухие ингредиенты. Это у нас какао. Какао обязательно просеиваем, разрыхлитель и мука. Все просеиваем и также перемешиваем миксером. Получаем такое супер шоколадное густое тесто. Можем выпекать коржи. Духовку разогреваем на 180 градусов. Я выпекала вот таким образом. На пергамент ставим форму разъемную. Диаметр у меня 20 сантиметров. И при помощи кондитерского мешка отсаживаем коржи. Таким образом они получаются равномерными, ровными. У меня получилось 4 коржа. Также можно взвесить тесто, поделить его на 4 либо 5 частей. И просто ложкой выложить и распределить. Вот такие коржи у нас получаются пышные. Остужаем их обязательно. И убираем в сторонку. Будем готовить крем. Таким образом выпекаем все коржи. Данный способ мне показался очень удобным. Получаем 4 вот таких вот пышных коржа. Убираем их в сторонку. Начнем готовить крем. Для крема можно использовать творожный либо сливочный сыр. Я использовала сливочный сыр. В сливочный сыр добавляем сметану жирностью 30%. Сахарную пудру, и сливки жирностью 33%. Сливки должны быть хорошо охлажденными, творожный сыр тоже, только что с холодильника. Все это взбиваем миксером до однородной консистенции. Это у нас получается крем сливочный. Вот такой густой крем получается. Можем собирать наш тортик.
Для этого на подложку кладем немного крема и первый корж. Лучше собирать в разъемном кольце с пленкой, потому что крем может вытекать. Делаем отстатную пленку, либо плотные файлы. Закрепляем кольцо и выкладываем наш крем. Крем примерно нужно поделить на 3 части. В общем, у нас 4 коржа. Выкладываем крем, много прям, такой, чтобы хороший слой был. И таким образом собираем весь торт. Корж, крем, корж, крем. Коржи я ничем не пропитывала, но при желании можно пропитать их молоком. Но они и так отлично пропитаются кремом, и будет очень влажный, вкусный тортик. Затем торт убираем в холодильник на 2-3 часа для стабилизации. И будем покрывать его другим кремом. Для крема для покрытия мы используем тоже сливочный сыр, сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру, и все это взбиваем миксером. Также добавляем сюда какао, чтобы у нас получился шоколадный крем. Получается очень густой, стабильный крем, отлично подходит для выравнивания торта. На вкус он тоже очень-очень такой шоколадный, вкусный. Попробуйте использовать его для тортов. Наш торт простоял в холодильнике пару часов. Снимаем отстатную пленку и будем покрывать тортик шоколадным кремом. Вот, используем шпатель либо лопатку и покрываем полностью торт, края, верхнюю часть. Покрываем нашим шоколадным кремом. Крем отлично ложится, очень удобно с ним работать. В итоге получаем вот такой вот тортик. Верхушку тоже покрываем, выравниваем. Дальше можно уже украсить на свое усмотрение. Я украшала этим же кремом оставшимся, делала им вот такие вот цветочки. Затем сделаем подтеки. Здесь у меня чистый шоколад. Если его разбавить с растительным маслом либо со сливками, то получится более такие длинные, тонкие подтеки. Я делала просто шоколадом. Сверху шоколадную крошку, и получилась вот такая вот красота. Торт получился невероятно вкусный, супер пропитанный. Кто любит шоколадные тортики, обязательно попробуйте приготовить. Всем пока! Не забудьте также подписаться и поставить лайк. Скоро будет много новых, полезных и вкусных рецептов.